Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у меня на канале еще одна работа от другого мастера. В данном случае на ручках клиента у нас гель-лак, который весь подходил, причем очень странно подходил со стороны боковых валиков. Очень интересно, как так получилось. Ну, не знаю, не буду вмешиваться в предыдущий процесс, это не мое дело. Мое дело сейчас сделать это все красивее и аккуратнее. Итак, с какими же сложностями мы сталкиваемся при работе конкретно с этим клиентом? У нас клешеные ноготочки. У нас ногти трапециевидные, которые в бока расширяются, и поэтому нужно эту трапецию исправить. Исправляем мы ее путем поджатия ноготков. Если вам интересно, как исправлять трапециевидные ногти, оставляйте комментарии под этим роликом, и я смонтирую для вас процесс конкретно наращивания на этих ноготках, чтобы показать этот момент. Но, в принципе, на канале мы с вами об этом говорили, я это уже показывала, поэтому, если вам такая информация не нужна, значит, комментарии вы не пишете, и значит, ролик я на эту тему монтировать не буду. Мы же сегодня с вами переходим непосредственно к дизайну. Цвет клиентка выбрала вот такой вот очень светлый, очень нежный. И для того, чтобы скорректировать нашу трапецию, мы опять же не закрашиваем боковые стороны. Мы выводим боковушечку так, чтобы у нас получилась ровная линия без подчеркивания нашей трапециевидной ногтевой пластины. Не надо прокрашивать весь ноготь, который вы видите. Цветом вы корректируете дополнительно форму. Цветом всегда можно откорректировать даже какие-то недостатки, которые не получилось откорректировать материалом. Поэтому, девочки, следите за этим. Не нужно следовать всем правилам. Не нужно бездумно делать то, что вам говорят, что надо прокрасить все под коленки и во все стороны, куда только кисть даже не залазит. Поэтому думаем и прокрашиваем таким образом, чтобы ноготки у нас получились максимально ровные. На среднем пальчике этой ручки клиентки была заусенка оторванная, я ее как смогла постаралась аккуратненько срезать, но все равно небольшая вавочка у нас все-таки получилась. Тем не менее, на безымянном пальчике мы с вами рисуем мультяшного персонажа. Кажется, у меня нашлась та клиентка, которая будет очень часто рисовать мультики. Ей очень сильно нравится эта тема, поэтому будем ждать эту клиентку с прибольшой радостью, потому что будет довольно-таки интересно с ней работать. Итак, под дизайн мы сделали прокладку блесточек, и для того, чтобы нам легче рисовалось по блесткам, мы делаем подмалевок белым гелем, потому что на белую поверхность все остальные цвета, особенно желтый цвет, который самый противный, самый плохо укладывающийся, на белом цвете он будет смотреться плотненько и будет себя вести намного интереснее и намного более контролируемо. Поэтому мы нарисовали для себя полностью заготовку под нашего плута, а теперь начинаем его потихонечку разукрашивать. На самом деле здесь ничего сложного нет. Никаких сложностей в рисовании мультяшных персонажей не возникает, если вы просто возьмете и сядете их рисовать. Если смотреть на них со стороны и думать: боже, как же это сложно, я никогда в жизни такое не нарисую, то, конечно же, никогда в жизни такое не нарисуется. Поэтому не боимся, берем кисточку в руки, выбираем себе картинку и стараемся сделать, чтобы это было похоже. Будет не похоже один раз, будет не похоже второй раз, на третий раз будет точно похоже и получится что-то интересное. Мы же тем временем переходим к светотеневым моментам. Изначально прокладываем тени. Мы этот же желтый цвет смешали немножечко с черным, прокладываем теневые моменты и потом их аккуратненько растушевываем, для того, чтобы переход цвета у нас получился максимально плавненький.
После того, как мы проложили тени, мы начинаем прокладывать светлые моменты. Берем светлый неоновый желтый, добавляем в него еще немножечко белого и прокладываем те места, которые у нас будут самые светлые. Опять же, не забываем их растушевывать. От качества вашей растушевки будет зависеть качество полностью дизайна. Чем плавнее, чем аккуратнее вы растушуете все вот эти переходы, тем плавнее и аккуратнее будет выглядеть дизайн в целом. Для того, чтобы нам было легче выполнять прорисовочку, я перекрываю нашего животного при помощи финишного покрытия. Это выравнивает поверхность. Если где-то у меня там были какие-то неровности, все это заглаживается, и тонкую прорисовку по гладкой поверхности будет выполнять намного проще. На большом пальчике соседней руки в дополнение к собаке мы решили нарисовать собачьи лапы. На самом деле идей было много. И ошейник, и косточка, и собачья миска, и даже собачья кучка была в идеях, но кучку почему-то клиентка вообще не захотела. Странная, конечно, скажите. А хотя я предлагала сделать такую какую-нибудь кучку с глазками, с улыбочкой, типа смайлика, было бы весело, но мы почему-то не договорились. Тем временем у нас просох финиш, мы переходим к прорисовке. Прорисовываем глаза, носик, ротик, полностью прорисовываем всю нашу собачку, закрашиваем ей ушки черным цветом, потому что, оказывается, у Плута ушки черные, о чем я не подумала изначально на прорисовке. Расставляем смешные зрачочки. Вот от того места, куда вы поставите зрачочки, будет зависеть настроение вашего персонажа. Поэтому посмотрите, если вы хотя бы чуть-чуть вбок или немножечко выше, или немножечко шире поставите зрачки, выражение лица будет совершенно другое. Мы же вырисовываем улыбочку нашему собаке, прорисовываем полностью контуры, и в принципе на этом практически все готово. Для того, чтобы наши руки перекликались друг с другом, на эту ручку я добавляю тоже немножечко желтого оттенка.
В данном случае я потеряла немножечко тени в глазах своего собакина, поэтому добавляю туда серого оттенка. И еще немножечко углубляю тени по мордочке, где мне показалось плосковато. А тут мы с клиенткой решили поэкспериментировать и поменять ему глаза, посмотреть, что же от этого будет. Как я и говорила, от расположения и величины зрачков меняется отношение к вашей собаке, меняется ее выражение лица. Поэтому экспериментируйте, но в любом случае, если у глаз есть зрачки, они на глаза похожи. А у нас получился вот такой веселый результат. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал, потому что впереди будет еще очень много маникюрных идей. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!